Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! У меня сегодня обход моего тыквенного владения. Месяц назад, в начале августа, я все кончики пообрезала основных плетей и обрезала возле сформировавшихся тыкв везде пасынки. Они прекрасно растут. Их продолжаю поливать. Появились новые пасынки, но они, скорее всего, служат затенением, чем уже созданием новых плодов. Я сейчас обход делаю, и неспроста этот обход делаю, потому что нужно укрывать. Укрывать вот в данном случае вот эту тыковку. Здесь как раз в течение дня будет хорошее солнышко. И если солнце будет его припекать, то оно очень быстро будет портиться зимой. Сейчас проверим, что у нас тут. Ага, вот она, такая парочка симпатичная. Хорошенько вызревают, вылеживаются. Я их снова накрываю. Есть у меня тыквы-модницы. Вот какая модная тыква лежит под такой красивой одежкой. А рядышком, ой, красивый, еще один лежит. Здесь у нас рядышком тоже, вот даже чуть-чуть что-то пробовал лопнуть. Надо будет проверить его. Вот еще один. Здесь прячется отцов. А вот это семейство, здесь и новенький, молоденький. Здесь уже и созревающие тыковки. Они все находятся в тени листьев пасынков. Как раз здесь пасынки я оставила, и они пригодились. Ну так и будут, не буду укрывать их. Листья их сохранят лучше. Они так интересно, разные сорта, и все равно формируются по паре, по трее. Им как-то веселее, видимо, и интереснее рядышком общаться и созревать. Их тоже надо накрыть. Смотрю, что на них падает очень яркое солнце. И именно лучи где-то в 2-3 часа дня будут очень ярко светить и могут испортить их нежную. Еще в тени эти теплицы. И здесь и один пасынок есть. Прячутся вот эти две красавицы, тыковочки. Но их не надо укрывать. У них очень красивая, яркая такая кожица. Здесь нету прямых солнечных лучей, и они себе спокойно вызревают, набираются питательных веществ и сладких, нежных, вкусных сахаров. Здесь у меня после 2 часов будет очень сильное солнце, только на часть вот этой торпеды. Я тоже придумала укрытие здесь. Этой пока она укрыта листьями, и пока укрытия не надо. Здесь нужно увеличить укрытие. Эту парочку я успела укрыть вовремя. Вот они под рубашкой. Снова их накрываю. Вот поэтому из-за этого солнца сильного я укрываю свои тыквы. На эту тыковку только где-то 2 часа падают сильные солнечные лучи. Поэтому она оделась в платьице. Вот такое платьице. И ей не страшны солнце. А вот большая тыква. Я уже укрыла ее, но вот опоздала с укрытием. И ее придется в первую очередь использовать, потому что здесь уже прямые солнечные лучи. Вот здесь собрались и подпортили уже кожицу. И отсюда начнет тыква портиться. Ну, для этой тыквы нашлись джинсовые брюки. Эта тыква у нас в брюках. Моя грядка тыквы сейчас больше похожа на показ мод. Мои тыквы одеты в разные красивые одежки. Они спасаются от знойной жары. Вот где-то недели 2, когда очень сильная жара установилась, плюс 37 днем, плюс 34, а на почве было и больше 60,
Вот их я спасла вот таким укрытием. Одна пострадала, я вовремя это заметила и вот так их поукрывала. Сейчас они будут еще укрыты где-то недельку, закончится август, и, естественно, уже спадет такая жара. Если будет ниже 28 градусов плюсовых теплых, то, естественно, я их буду уже открывать, пусть они еще понежатся своими нежными бочками на нежном уже, на приятном солнышке. Вы были на канале Раиса Кириченко «Дача, сад, огород и цветы». Я рассказала вам о том, как я спасаю свои тыквы от знойного, от лучей знойного солнца в августе месяце на юге Украины. Всего вам доброго желает вам Раиса Кириченко. И желаю еще хороших вам урожаев, собрать их вовремя и хорошо их сохранить, чтобы они нас радовали зимой вкусными, ценными витаминами, плодами и нежной мякотью, и этим ярким-ярким оранжевым цветом прекрасного лета.